Многие из вас, кто неплохо знает Don't Starve или как минимум смотрели по нему прохождение, видели скелетов, разбросанных по всей карте в разных позах. Точно их появление не объясняется, как и разные, а иногда очень странные постройки в этом мире постоянства. Сегодня я попробую дать на все это адекватно пересекающий с лором для вас ответ. На связи Лотос, присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку и приятного просмотра. Как я и сказал ранее, по всему миру разбросаны разные скелеты, погуглив которые можно узнать, что каждый скелет имеет свой класс, вроде фермера, пасечника, воина и вот этих ребят. На их класс также указывают разбросанные рядом вещи. Думаю, объяснять анатомию, что в человеке есть скелет, не нужно, и тогда возникает вопрос, чьи это скелеты? Если немного покопаться, можно найти к игре мод, который добавляет отдельного персонажа Уилтона. Этот персонаж точная копия своих собратьев, имеющий свои бафы в виде отсутствия голода и возможность передвигаться. Уилтон должен был быть в игре, но потом его просто убрали, оставив лишь файлы о нем. Так что это всего лишь фанатский мод. И даже если бы этот персонаж был, вопросов, кто он и почему его так много, становится еще больше. Поэтому теория о живых скелетах отпадает. Переходим тогда к тому, что персонажи сами при смерти оставляют свой труп в виде скелета. Это уже более близкая версия и, возможно, даже правильно. Персонаж умирает, и на месте смерти появляется скелет. Почему их так много? Вариантов тут два. И первый, что каждый персонаж перенесен в разное время, из-за чего мы видим их скелет в будущем. То есть Виллу, Вольфганг, Викфрид и другие банально не выжили в постоянстве. Ну а мы находимся в альтернативе будущего времени. Второй же вариант, что персонажи, умирая, начинают все с самого начала, а карта лишь перерабатывается по новой, подобно острову, как в Dead Cells. О том, что это персонажи, они просто хуй пойми кто, говорят вещи, разбросанные со скелетом, подобно тому, как они выпадают с игрока. Игрок просто занимался своими обыденными делами, но из-за неаккуратности или других факторов сдох, а из-за большого количества попыток и вовсе позабыл о каких-либо своих смертях. Поэтому даже к своему месту гибели герои говорят как о ком-то, а не о себе. Может быть, у персонажей просто амнезия после смерти. Возможно. Поэтому, что первый вариант, что второй неплохие. Но я хотел бы перейти к третьей версии, которая мне понравилась больше всех. И которая также не лишена смысла. Как насчет отдельной колонии или вида существ в Don't Starve? Может, кроме Уилсона были и другие персонажи? Не мог же Максвелл без проб и ошибок затащить так умело всех 25 героев? Возможно, их было гораздо больше, а это лишь единственные, кто смог выжить. Те, кто был, также пытались построить портал домой, но по итогу портал остался недоделан, а сделанные запчасти типа странной картошки, кольца и рычага разбросало по миру. Кто-то в попытках найти их просто вымер, а кто-то решил заняться постройкой остальных сооружений и изучением мира. Из-за чего просто или по неосторожности, а может из-за старости, встретили свою судьбу. Кроме построек мы можем находить и чертежи, и сундуки, и вещи, чего явно не мог так просто сделать игрок в начале. Говоря опять же о постройках, дверь Максвелла является постройкой Уилсона, а портал Максвелла либо постройкой отдельного персонажа, о котором мы еще не знаем, либо той самой колонии или культом, которая поклоняется Максвеллу. Потому что портал сильно отличается от той же двери и имеет символы, которых нигде нет. Некоторые могут предположить, что в этом замешаны еще и свиньи, ведь их тоже много, а у короля так вообще есть тотемы. Но они слишком тупые, и их строение не совпадает со скелетом. Хочу напомнить об официальном лоре, который был написан на вики Don't Starve о постоянстве. По-видимому, постоянство в основном контролируется ими, однако после того, как они заключили Максвелла на кошмарном троне, он приобрел способность управлять постоянством разными способами, например, путем создания в мире множества существ с помощью неизвестного рода экспериментов. Под ими и они подразумеваются кошмары, а то, что Максвелл стал буквально богом этого мира, подтверждает мои слова, что были люди или отдельные разумные существа в постоянстве, которые могли создать портал, мраморные постройки и заниматься земледелием. Итог. Возможно, вы ждете от меня какое-то заключение, но все теории о происхождении скелетов и построек очень красиво подходят, поэтому единственное, что остается делать, это ждать, когда разработчики расскажут что-то новое об этом мире, как и о происхождении некоторых объектов. Не спорю, что Максвелл мог и сам все это воссоздать, но, во-первых, так неинтересно, а во-вторых, нет смысла так просто ему создавать скелеты. На этом я заканчиваю видео. Если у вас есть свои теории, пишите их в комментарии. Можете также прислать интересные игры, чтобы я их разобрал. А пока-пока и удачи!